Друзья, всем привет! Меня зовут Денис, это компания Energy Hub. Сегодня я не могу сдержать улыбки. Мы сегодня снимаем очень крутую эксклюзивную машину. Я ее никогда не видел на дороге, хотя в Китае есть 50 таких машин. 50 машин было продано в Китае. Я думаю, что вы ее тоже никогда не видели. Возможно, кто-то из вас уже догадался, что это за машина, и мы вам сейчас это покажем. Посмотрите на эту красавицу. Это Polestar 1. Это первая модель марки, это лимитированный выпуск, это ручная сборка, это космическая цена. И, честно говоря, она очень круто едет. Мы сегодня уже поездили на двух таких машинах. Много чего есть рассказать, много информации, много интересных фактов. Ни на какую другую машину из всех, которые мне известны, эта машина не похожа. Начнем рассказ. В прошлый раз мы снимали Polestar 2. Я увидел на парковке автосалона два вот таких вот автомобиля. У меня настолько загорелись глаза, что менеджер сказал: приезжай, поснимай. Поснимай, пока они есть. Это последний год производства этой машины. И, конечно, я не мог отказаться. Хотя это и гибрид, и как бы не совсем наша тематика, но на самом деле это гибрид, который в свое время имел самый большой запас хода на электротяге из всех гибридов. И сегодня мы также в том числе поездим на электротяге. Итак, про Polestar, про историю бренда я уже рассказывал в прошлом выпуске. И я сейчас не буду повторяться, но хочу сказать, что сама компания, она молодая. То есть около 25 лет вообще истории бренда, и около 5 лет они как бы производят свои собственные автомобили. Ну и, конечно, все вы знаете, что это, по сути, Volvo, и сейчас им владеют Geely. То есть совместная разработка специалистов Volvo и Geely. Конкретно вот эта машина. У нее история достаточно длительная. В 2013 году автомобиль с вот такой вот практически внешностью уже попал на автосалоны. Назывался он Volvo Coupe Concept. И да, этой внешности скоро будет 10 лет, но автомобили Gran Turismo, они не стареют, если они красиво нарисованы, они просто становятся классикой. Мне кажется, так и здесь. Этот автомобиль стал классикой еще до своей премьеры. Итак, в 2013 году Volvo Coupe Concept, в 2017 году этот автомобиль увидел свет под брендом Polestar в качестве Polestar 1. И в 2018-2019 они стали доступны к заказам обычным покупателям. Итак, друзья, первый аспект этого автомобиля, который необходим для понимания, это его миссия. У автомобиля не было миссии стать коммерчески успешной, не было цели продаваться в больших количествах, не было цели занять какие-то супер лавры, что это идеальная машина. Это даже четко сказано на официальном сайте. Я сейчас дословно не скажу, но сделаю вставку. Там сказано, что мы не планировали делать автомобиль, который будет продаваться в больших количествах, который будет удовлетворять всех клиентов. Мы делали art of work, да, то есть произведение искусства и выстрел по целой куче традициям автомобилестроения. Честно говоря, я согласен с каждым словом, особенно после того, как поездил на этой машине. На самом деле его цена, можно начать сразу с цены, также об этом говорит. Цена этой машины в Китае примерно 230 тысяч долларов. На американском рынке они дешевле, они стоят 155 тысяч долларов, но на многих остальных рынках все равно более 200 тысяч. Совершенно понятно, что за эти деньги есть машины, которые в классе Gran Turismo намного более состоявшиеся. Это уже и Ferrari, и Aston Martin, и много-много других машин. Миссия этой машины – вывести компанию Polestar на рынок, заявить о ней как о производителе люксовых, дорогих, премиальных машин, электро, ну или гибридов, но в принципе больше как электро. То есть, если хотите, это маркетинговая акция. Второй очень важный аспект по поводу этого автомобиля. Без этого аспекта вы не сможете понять его, вы не сможете понять, почему он вот такой вот, по крайней мере на бумаге. Это его производство. Друзья, дело в том, что этот автомобиль производится не так, как все массовые машины. И он не производится так, как суперкары, он производится по-своему.
Его производство похоже на производство гаражных самоделок, когда за основу автомобиля берут какой-то массовый автомобиль, отрезают от него все лишнее и сверху уже доклеивают, доваривают, допаивают то, чего как бы не хватает. Сейчас я вставлю видео с завода в Чengду, там, где производится вот этот вот автомобиль, это завод Polestar, и я опишу кратко, что там происходит. Вот сейчас вы видите железную основу кузова. Это стальная основа от автомобиля Volvo S90. Дело в том, что машина построена на платформе Volvo SPA. Это флагманская платформа Volvo. На ней построены большие машины, такие как XC90, S90, V90. И вот она здесь в основе. Это именно она. Я сравнивал по фотографиям. Все выштамповки, все точно такое же, только она изменена в размерах. По сути, она обрезана. Далее, как вы видите, у нас нету ни боковин кузова, нету многих подкрылков, усилителей, в конце концов нету крыши, нету крыльев, нету много чего. И вот это вот все, чтобы понять, где они это взяли, мы начнем немножко с другого ракурса. Друзья, то, что вы сейчас видите на экране, означает, что здесь кузов из карбонового волокна. Но что вы все думаете, когда вам говорят, что у автомобиля кузов из карбонового волокна? Лично я представляю себе Ferrari, либо там Koenigsegg, ну на худой конец BMW i3, у которых действительно кузов из карбонового волокна, это монокок, он очень легкий. Посмотрите на фото, например, кузов от BMW i3 весит 150 килограмм, это невероятно. Здесь нет карбонового монокока, здесь история другая. Вы только что видели основу от кузова S90, и вот на эту основу, чтобы не делать оснастку, чтобы не делать пресса для металлических всех частей кузова, ну потому что тираж здесь ограниченный, на заводе просто клеят части, недостающие части из карбонового волокна. Вот пример такой панели. Это и есть боковая панель. В данном случае это часть двери. Посмотрите, вот она вот такая вот тонкая, настоящая, да, с производства, образец, вот такой вот. И вот эта вся машина сделана снаружи из карбонового волокна, все панели абсолютно из карбонового волокна, но кроме того, из карбонового волокна, посмотрите, сейчас я опять включу видео с завода, то самое продолжение, клеятся внутренние части, внутренние силовые элементы, усилители, распорки, карданный туннель, боковины кузова, которые под вот этими панелями, брызговики, короче, очень много частей, которых просто не хватало, сделаны из карбонового волокна. Кроме того, что они сэкономили на оснастке в этом случае, они также сэкономили на весе. Друзья, и как вы думаете, какой вес по итогу получился? По итогу машина весит почти 2,5 тонны. Там, если быть точнее, 2350 килограмм. Представьте себе, что самая тяжелая S90, это 5-метровый седан E-класса, даже гибридная, там где есть и батарея, и мотор, и все на свете, и полный привод, даже она в максимуме весит 2 тонны 100 килограмм. Можете себе представить? А здесь почти 2,5 тонны. Для того, чтобы вы понимали, Toyota Sequoia весит примерно столько же. Это невероятно, насколько она тяжелая. И, честно говоря, вот, собственно, такое производство, как вы видите на экране. Далее, кстати, обратите внимание, идет полностью ручная покраска, полностью ручная полировка. Это гаражное производство. В гараже, ну, в нескольких гаражах абсолютно можно организовать вот такую историю. Конечно, условия будут не те, это без вопросов, но все операции
ну, абсолютно можно сделать в гараже. Посмотрите, все эти матрицы, все эти зажимы. Более того, в сети есть видео, как изготавливали опытные образцы этой машины еще в Швеции. И я тоже ставлю ссылку на это видео, оно очень интересное, где панели зажимают прямо обычными струбцинами и вот клеят герметиками и так далее. И, естественно, все это на герметике, как я и сказал. Но нет другого варианта склеить металл с вот такими вот панелями. Это должен быть клей. И судя по тому, сколько здесь клея на видео, я думаю, что только клея в этой машине хорошие 100 килограмм. Друзья, теперь вы поняли два самых важных момента концепции этой машины. Она не то чтобы не стала массовой, она и не должна была стать массовой, и она не могла стать массовой. Эта машина производится максимум в количестве 2 штук в день. Больше просто завод, ручная сборка не потянет. Это то, что называется имиджевая модель. И, скорее всего, сколько бы она ни стоила, ну разве что если это там не несколько миллионов долларов, она бы все равно никогда не окупила затраты даже на аренду земли под фабрику и так далее. Вот с этим, я думаю, мы разобрались, и теперь совершенно понятно, что нам не нужно оценивать эту машину с точки зрения какого-нибудь коммерческого успеха, с точки зрения обычной машины. Это все вообще не важно. Важно, какая она на самом деле. Она очень своеобразная, очень интересная и, как ни странно, безумно дружелюбная. Друзья, третий аспект этого автомобиля, который тоже очень-очень интересный и ни на что не похожий. Техника. Это карбоновый капот, огромный. Я даже боюсь представить, сколько он стоит. Смотрите, это у нас гибридная машина, и у нас тут 4 мотора. Первый мотор бензиновый находится, естественно, на передней оси. Он сагрегатирован с 8-ступенчатой коробкой передач производства Aisin. И это мотор самый обычный фордовский, ну вернее вольвовский мотор B4204T, в данном случае T25. 2 литра, 16 клапанов, алюминиевый блок. Здесь турбокомпрессор типа Roots, который отвечает за то, чтобы мотор нормально ехал до 3500 оборотов. Его очень хорошо слышно на разгоне. А после 3500 оборотов подключается турбина. 326 лошадиных сил и 480 ньютона-метров крутящего момента. Такой же мотор ставится на Volvo S90, V90, XC90, 60-ку тоже. Там только разные турбины, разные мощности, но мотор тот же самый. Следующие 2 мотора находятся на задней оси. Это электромоторы. Я сейчас сделаю вставку с тем, как они выглядят и как они работают. Это также безумно интересно. И вот как это выглядит. Это как раз макет мотора Polestar 1 задней оси. Видим, да, что он симметричный, что он состоит из 2 частей. Мощность тут примерно 240 лошадиных сил. Крутящий момент примерно 480 ньютона-метров. И, друзья, видите, в чем суть? У нас здесь нету дифференциала, он в принципе не нужен. Эти 2 мотора могут независимо друг от друга крутить задние колеса. Благодаря вот этой вот системе реализовано управление тягой, то есть направление тяги и доворот задней оси в поворотах. Это очень-очень круто, и, естественно, это максимально эффективная в теории система управления, раздельным управлением тяги на задней оси. То есть теория, она позволяет делать что угодно, вплоть до того, что одно колесо крутиться не будет вообще, а второе колесо будет крутиться.
Но, естественно, как любая система, которая имеет что-то двойное, что должно работать одновременно, тут могут быть проблемы с синхронизацией. И вот сейчас я вставлю видео. На этом видео как раз происходит калибровка этих двух моторов на специальном стенде, чтобы они синхронно подавали один и тот же крутящий момент на оба колеса. Касательно охлаждения у моторов нету жидкостного, это четко видно, то есть либо эти моторы не рассчитаны на очень длительные нагрузки, либо им может быть просто не нужно охлаждение. Друзья, смотрите, суммарная мощность здесь, по разным данным, примерно от 600 до 629 лошадиных сил. Самое смешное, что на одной странице официального сайта указаны 3 цифры: 600, 609, 620 и 619. И где-то еще указано 629. На одной странице. Сейчас я вставлю скриншот. Ну, не будем придираться, хотя это действительно странно, я такого никогда не видел. Интересно другое. Интересно то, что только что я вам рассказал про бензиновый мотор спереди, про 2 электромотора сзади. И суммарная мощность этих моторов у нас никак не подходит к 600 лошадиным силам. Там примерно 557. То есть еще где-то должно быть 70, 80 или хотя бы 50 лошадиных сил. И также здесь 1000 ньютонометров по паспорту крутящего момента, суммарного. Но на задних электромоторах это 480, на передних это, по-моему, там 430. Короче, у нас тоже не получается 1000 лошадиных сил. Где-то еще что-то должно быть. И да, здесь есть мотор-генератор, он же стартер, он же генератор, он же мотор, который помогает тоже при разгоне. Он находится на коленвале, и он имеет мощность в пике примерно там 60-70 лошадиных сил и примерно там до 100 ньютонометров крутящего момента. И вот мы теперь подходим еще к одному интересному и необычному моменту. С вот этим всем арсеналом автомобиль разгоняется до 100 за 3,9 секунды. Это подтверждено на некоторых тестах при разгоне. Но официальная информация — это разгон до 100 за 4,3 секунды. Короче, суть в том, что для того, чтобы задняя тележка, задние 2 электромотора участвовали в разгоне, у нас должна быть полностью заряженная батарея. Ну, вы сами знаете, что если у автомобиля батарея заряжена процентов на 30-40, уже динамика хуже, а если на 10-15%, вообще может включиться режим черепашки, и машина будет ехать совсем медленно. Здесь та же история. Если у вас разряжены высоковольтные батареи, вы, конечно же, не получите никаких 4 секунд от 0 до 100. Я думаю, что там будет секунд 7, я не знаю. У нас сегодня была батарея заряжена полностью, у нас проверить это не получилось. Вот такая вот история с переменной динамикой. И не только динамика здесь переменная. Производитель заявляет, что расход топлива у этой машины 1 литр на 100 километров. И да, это реальный расход, только он условно реальный. Если у вас все заряжено, все работает, то вы проедете первые 100 километров с расходом даже в меньше, чем 1 литр. Но как только у вас батарейки разряжены, либо вы едете очень активно на треке, когда мотор выходит на полную мощность, конечно же, расход будет от 6-7 литров и до 20, и даже до 30, если это гоночный режим. Это вот фактическая информация от тех людей, которые на этой машине ездят. И пришло время нам рассказать про блок батарей. Когда эта машина вышла на рынок, это был гибрид с официально самым большим запасом хода на электротяге. Здесь суммарная емкость двух блоков батарей 34 киловатт-часа. А где же эти блоки находятся? Сейчас я вам покажу. Один из блоков батарей у нас находится за спинками задних пассажиров. Именно этот блок батарей со всеми мозгами и с инвертором. Притом каждое соединение здесь подписано. Вот этот блок, это видно на видео по производству этой машины, он вставляется целиком вместе с батарейкой вот сюда вот. И вот посмотрите, что у нас есть. Это основной выключатель. И написано даже модель батареек. Здесь у нас LG, вот их модель. Еще у нас есть также разъемы на инвертор и на преобразователь AC/DC. И все это здесь подписано. Также вот у нас на зарядку переменным током, на зарядку постоянным током. Вот так вот это выглядит. И сигнальные провода. Смотрите. Идея того, что это все под плексигласом, что это круто выглядит, и что вместо того, чтобы выставлять там моторы V12 под плексигласом, как у Ferrari, здесь у нас история электрическая. Изначально Polestar задумывался как электрический бренд. Ну, пока мы закончим с батарейкой вот этой,
Дальше мы еще посмотрим багажник. Вторая батарейка находится у нас под полом. То есть здесь два отдельных модуля, чисто из-за компоновочных решений. И производитель официально пишет на сайте, что батарея может деградировать. И с ростом деградации батареи у вас будет средний расход расти. Ну, то есть, если здесь когда-то останется из 34 киловатт-часов 20 киловатт-часов, конечно же, бензиновому мотору придется заряжать их намного чаще. Друзья, комплектация машины. Здесь очень коротко, это вообще не очень важно, но комплектация здесь, тем не менее, прекрасная. Во-первых, она только одна. Из дополнительных опций у нас есть матовый цвет. Это стоит примерно там $3000 за матовый цвет. И, собственно, все. Также вот такие же диски могут быть либо полностью черными, либо с вот такими вот отполированными некоторыми гранями. Больше, в принципе, каких-то вариантов по комплектации нету. Что же у нас есть в стандарте? Адаптивный круиз, который хорошо работает, мониторинг слепых зон, также система поддержания полосы, система удержания в полосы, там аварийное торможение, стеклянная панорама, которая не открывается и не прикрывается ничем, кожаный салон очень хорошего качества. Кстати, сиденья могут быть черные или белые на выбор, но это, собственно, такое только передние, задние сиденья не меняют цвет. 21-дюймовые диски на супер низкопрофильной резине с вот такими вот тормозами. Это тормоза компании Akinobo, 6 поршней, производство в Германии. Очень хорошие тормоза, очень крутые, настоящие гоночные тормоза. И у нас, опять-таки, обратимся под капот. Регулируемые амортизаторы Öhlins, и регулируются они вот прямо здесь. Смотрите, вот так это работает. По сути, настройка более жесткие, более мягкие. Это стандартное оснащение. В принципе, также здесь еще есть проекция, также здесь есть адаптивные LED-фары спереди, обогрев руля, обогрев сидений, вентиляции сидений нет, массажа нет, память есть. Смотрите, хотя здесь и панель от Volvo, ну, стандартная, да, как в Polestar 2, и даже вот этот стандартный руль, он, по-моему, точно такой же, как в Polestar 2 и других Volvo, ощущения здесь ни на что не похожи, абсолютно ни на что не похожи. Во-первых, здесь огромная дверь, она огромная, тяжеленная, тут длина, наверное, 1,20 м, я не знаю. Она весит, я думаю, что килограмм 100, либо 150. Здесь куча всего. Здесь, во-первых, аудиосистема Bowers & Wilkins, это 17 динамиков, представляете, включая Air Woofer Technology, такой же воздушный сабвуфер, как на Polestar 2, только на Polestar 2 это все делали Harman Kardon, здесь у нас Bowers & Wilkins. Плюс здесь активное шумоподавление. Сиденье с памятью, вот настоящая нержавеющая сталь. Здесь очень качественная кожа, везде действительно кожа напа. Есть обогрев сидений, обогрев руля, большие диапазоны регулировок руля, то есть все хорошо, вот огромный вылез, здесь устроиться удобно, вообще нет проблем. Также есть то, что я люблю, это регулировка подпора под колени
водителя и пассажира. Сиденья безумно удобные, сиденья классные. Вот такие бы сиденья в Polestar 2 с развитой боковой поддержкой. Здесь, конечно, чувствуешь себя намного более как в спортивном автомобиле. И притом, честно говоря, у меня ощущение, что вот здесь чуть-чуть больше воздуха, чем в Polestar 2. Я могу ошибаться, хотя, конечно же, и линия крыши здесь ниже, и вот это стекло здесь ниже. Просто за счет того, что здесь практически нет второго ряда, компоновка все-таки для водителя дает больше комфорта, вот на мой взгляд. Есть панорама, которая ничем не закрыта, крыша обшита кожей, все, конечно же, люксово, вот такие вот винтажные прямо козырьки тоже обшитые. Ну, круто все выглядит. Подрулевые переключатели, которыми можно управлять 8-ступенчатой коробкой. Друзья, посмотрите, и вот такая вот фишка, это кристалл Oriforce. Вот этот кристалл производится вручную, то есть это селектор выбора режима езды, понятное дело. И производство его занимает 16 часов. Подсветка Ambient, по-моему, 7 или 9 цветов. Очень просторный педальный узел. Педаль газа у нас напольная. Накладки из нержавеющей стали. Ну, честно говоря, придраться не к чему. Возможно, только к тому, что вот это все выглядит как Volvo. И еще к тому, что здесь очень маленький вот этот вот экран. Здесь, кстати, есть и английский, и русский, и вообще много всего языков. Но проблема в том, что он, правда, маленький и чуть-чуть все-таки, ну, устаревший. Действительно, ну, вот некомфортно в нем что-то искать. Он меньше, чем в Polestar 2. В Polestar 2 там 11,1 дюймов. Здесь, по-моему, 8 или 9. И есть отдельная кнопка, причем она находится возле стеклоподъемников для управления спойлером сзади на багажнике. Этот спойлер, он автоматически выезжает на скорости более 100 км в час и прячется на скорости менее 40 км в час. Ну, его также им можно управлять вручную. У нас вот такой вот бардачок, кстати, шикарный, отделанный флоком, большой. Ну, там дальше вот обычный пластик. Есть охлаждение. Здесь у нас вот такая вот шторка на подстаканнике. Подстаканники в адекватном месте, в отличие от Polestar 2. Мотор заводится вот такой кнопкой. Ее нужно провернуть на манер ключа и точно так же глушится. Друзья, посмотрим, как залазить на задний ряд. Здесь это очень сложно. Для начала посмотрите на вот эти вот двери. Ну, на мой взгляд, ручка немножко не в тему по форме, но это ладно. Но посмотрите на эти огромные двери, они тяжеленные. Посмотрите на вот эту вот отделку, это очень красиво, очень дорого. Мне прямо очень нравится. Каркас двери у нас металлический, наружная панель, как всегда, карбон. Никакого механизма, как в трехдверных хэтчбеках, здесь нет. То есть мы должны отодвигать сиденья обычными электрорегулировками. И особенно обидно, что две регулировки одновременно включить нельзя. Нельзя одновременно отодвигать спинку и подушку. Так что вот делаем это все очень долго. Смотрите, мы отодвинули максимально сиденье вперед. И сейчас я попробую сюда сесть. Друзья, ну здесь практически невозможно сидеть. Естественно, это типичное купе 2+2. Сейчас я закрою за собой сиденье так, чтобы хоть как-то мог передний пассажир усесться. Так. На самом деле здесь есть кнопка, но она либо отключена, либо сломана. Поэтому мне приходится делать это с места как бы пассажира переднего. Вот так вот. Ну, это, конечно же, ужасно, но это нормально. Это нормально для такой машины, это типичная 2+2, это еще не худший вариант. Для коленей места даже вполне много, для головы нет совсем. Ну, собственно, да, 2+2. За моим сиденьем водительским, так как я удобно сижу, развалившись, с вытянутыми ногами, сесть вообще невозможно. И, друзья, посмотрите, вот это фирменный цвет ремней безопасности, а на ремнях написано 1959. Кто-то знает, что это такое? Напишите в комментариях. Друзья, и багажник. Кнопки открытия здесь нет, только исключительно с ключа, либо с кнопки в салоне. Вот он открывается, электропривода нету, это просто на торсионах, либо пружинах. Багажник здесь всего лишь около 120-140 литров по разным информациям. Здесь у нас на вот такой вот кнопке, я думаю, что это зарядка. Из интереса на какой, ух ты, Маники, сделанная в Германии, не так все просто, 16 ампер. Ну, спасибо, что здесь хотя бы 16 ампер. Ну, естественно, порт здесь будет китайский, потому что это машина для китайского рынка. Это топливный бак, как я понимаю. Да, скорее всего, топливные трубки, топливный бак. Некоторые провода, сделано все очень аккуратно, качество автомобиля превосходное. Я думаю, они тратят много-много времени на доводку каждого экземпляра. И здесь даже есть розетка на 12 вольт, которая, правда, перекрывается сумочкой от зарядки. Ну, вот это все вы уже видели. И у нас тут маленький бокс, в котором ремкомплект в виде герметика и компрессора.
Друзья, и вот тоже карбоновый элемент, посмотрите, здесь он на виду. Правда, по-моему, какие-то небольшие дефекты есть. Ну, вот такой вот каркас крышки. Крышка вся полностью из карбона. Здесь даже мерить нечего. Никаким толщиномером не проверится какой-то материал. В случае, если ремонтировать эту машину, карбон нужно вырезать целый элемент и клеить новый. Очень дорого, очень сложно. Друзья, клиренс чисто ради спортивного интереса. Нет смысла его здесь проверять, но интересно, как у них получилось. Здесь у нас банка глушителя, и под банкой глушителя внушительные 195 миллиметров. Это очень хорошо. Далее идет вот такая вот лыжа. Это, видимо, что-то вроде подрамника для задних моторов. И там вот под лыжей будет меньше, но я туда с трудом дотягиваюсь. Друзья, и там будет меньше 15 сантиметров. Ну, по паспорту указано, что тут минимальный клиренс 142 миллиметра. Ой, кстати, у нас, по-моему, спускает колесо вон то вот. Ой-ой-ой. После тест-драйва. Это печально. Так, смотрите. И вот тут вот алюминиевая подвеска сзади. На какой-то сайлентблок прикручена какая-то пластина. То есть что-то вроде рессоры. Представляете? Никогда такого не видел. Какой-то композитный материал. Ну вот, первый раз такое вижу. Прикольно. Сзади многорычажка, все полностью алюминиевое. Друзья, передняя подвеска. Эта машина, как я уже говорил, построена на самой флагманской платформе Volvo SPA, Scalable Product Architecture. И отличительная черта этой платформы в том, что спереди здесь подвеска на двойных поперечных рычагах. Это дорогое решение, которое обычно используется в премиальных машинах, либо спортивных машинах. По своей самой кинематике здесь намного лучше управляемость, чем в том же Макферсоне, поскольку верхний рычаг, его делают обычно более коротким, позволяет колесу делать отрицательный развал, иными словами, заваливаться в поворотах и таким образом улучшать управляемость. В то же время здесь, конечно же, намного дороже само производство, обслуживание. Друзья, и клиренс спереди, здесь очень мало места, конечно же, но вот под бампером здесь примерно, мне в принципе уже не показывает 16 сантиметров, но под этой губой будет где-то 13. Ну для такой машины это все нормально, лишь бы там не 5 сантиметров. Так, друзья, мы в Polestar 1. Действительно ни на что не похожий автомобиль, по крайней мере из того, на чем я ездил. Машина очень широкая, здесь ширина 2 метра 35 миллиметров, более 2 метров. По-моему, это самая широкая машина у нас на тесте, то есть до этого там 2 метра была максимальная ширина. Вот, значит, по разгону очень мягкий разгон. Здесь все-таки спереди мотор всего лишь 326 лошадиных сил, сзади мотора около 240, плюс еще там подключаемый стартер-генератор. На самом деле вообще нет такого подрыва, как у электромобилей. И сравнивать на самом деле тяжело, но, конечно, машина все равно достаточно быстрая. Сейчас мы вот поездим, сегодня обязательно разгонимся от 0 до 100. Удивляет в первую очередь троллейбусный звук, скорее всего, вам его сейчас не слышно, мне его слышно очень хорошо. На маленьких скоростях действительно подвывание, причем это даже не трансмиссия, это, видимо, звук моторов, потому что электротрансмиссии здесь нет вообще. Здесь же сзади, получается, нет дифференциала. Но вот за счет этого низкого кузова скорость вообще не чувствуется. Честно говоря, мне тяжело понять, на какой скорости мы едем, даже когда это быстро. Но нет, подхват у нее, конечно, есть. Моментов переключения передач ты вообще не чувствуешь, здесь их 8, и переключения передач, они все сглаживаются, то, как я понимаю, они сглаживаются и стартер-генератором, и электромоторами. То есть в этом плане ощущение полностью вариатора. Нет ощущения коробки автомат совершенно. Здесь у нас одна версия машины, и в базовой версии уже есть адаптивный круиз с системой подруливания, с мониторингом слепых зон. Сейчас мы как раз ими пользуемся. Причем, что интересно, вот она говорит, да, она все-таки говорит, что нужно руки положить на руль, но, по-моему, она вполне нормально едет и без этого. Ну вот, обычная система работает достаточно неплохо, и когда я ехал без этой системы, она пыталась, вот я сейчас не поворачиваю руль, а это она сама, она также пыталась удерживать в полосе. Ну, короче, если полоса нарисована хорошо, она вас хорошо удерживает, как и большинство других таких же систем.
Друзья, вот по части этого гибрида здесь стойкое ощущение, в общем-то, стойкое ощущение гибрида, я вам так скажу. Это выражается в том, что ты не всегда понимаешь, что происходит с машиной и чего от нее ожидать в данный момент. Ну, то есть, если ты едешь на скорости, вот помните Rovi и RX-5, то же самое. В какой-то момент с 20 она может очень сильно выстрелить, и в другой момент, например, с 35 у нее уже будет совсем не такой подхват. Типичный гибрид, потому что мотор находится на других оборотах, на каких-то определенных, уже не та тяга, потому что электромоторы готовы по-разному отреагировать на газ там, при вот этой вот конкретной ситуации. Все то же самое, но за счет того, что здесь больше мощности и, наверное, более современная система, это выражено чуть меньше. Ребят, смотрите, вот такие вот у нас режимы езды. 4 режима, выбирается отдельным вот таким вот барашком красивым. Получается, у нас нужно нажать на него, полный привод, чисто электро, гибрид на каждый день, есть персонал, не знаю, их, видимо, нужно настраивать в меню, мы еще не успели, и спорт. Ну, давайте попробуем ездить в спорте пока что. Также у нас есть проекция на лобовое стекло, HUD днем очень классно работает, мне нравится, но такие системы очень важно проверять ночью. Может быть, сегодня мы до темноты еще и покатаемся, тогда посмотрим. Мониторинг слепых зон тоже хорошо работает, по крайней мере, пока что обо всех машинах предупреждает, даже о тех, которые там метрах 20. Как это ни странно, но первое впечатление об этой машине даже менее спортивные, чем о Polestar 2. Здесь очень чуткая педаль тормоза, очень чуткая. Вот, ну, в принципе, если там брать 10 единиц за золотую середину, да, то чуткости, то здесь, наверное, даже переборщили. Здесь, наверное, все 12 единиц чуткости. Тормоза, конечно же, очень мощные. И вот за счет вот этой гибридной системы, когда ты постоянно заставляешь работать бензиновые моторы, 2 мотора сзади, ну, мне пока не так уже хочется на ней быстро ездить активно, в отличие от того же Polestar 2. Друзья, смотрите, что меняется в спорт-режиме. В спорт-режиме постоянно работает жестко связанный с колесами бензиновый мотор. Вот, и машина со старта становится больше похожа на бензиновую машину. Чуть-чуть меньше крутящего момента прямо со старта, но зато такая линейная характеристика, и постоянно он выкручивается на высокие обороты. Друзья, сейчас снимем разгон от 0 до 100, у нас спорт-режим. Вот такой вот участок дороги, ну попробуем. 3, 2, 1... Ну вот 110, очень неплохо. Смотрите, в принципе, достаточно быстро, ну вот, не знаю, я думаю, что где-то, да, 4,5 секунды, примерно так, наверное. Ну давай еще раз попробуем. Уже 100. Ребят, ну машина едет в отключенном ESP-режиме достаточно неплохо. Единственное, что все-таки это гибрид, все-таки мощность распределена на 3 разных модуля моторных. И это чувствуется. Вот сорвать ее прямо с места, как электричку, ну, чуть-чуть не получается. Но, на разворотах тоже она как будто помогает себе разворачиваться. Очень маленький радиус разворота, при колесной базе, по-моему, 2,70 с чем-то. Круто едет, мне очень нравится. Фух, воняет резиной. Вот. На самом деле круто, на самом деле машина очень управляемая, вот я на ней сижу первый раз в жизни за рулем, и мне комфортно, мне нравится, все понятно, даже с ESP off. Друзья, смотрите, интересная фишка, мы сейчас в чисто электрическом режиме, и я должен сказать, что машина очень динамичная, это становится такая вот обычная электричка, я бы сказал, она быстрее Zikra одномоторного, который как бы просто электричка, да, не гибрид. Но на самом деле получаешь удовольствие от езды в электрорежиме, ну то есть вполне обычная езда, никаких нет проблем. И вот так вот можно там 80 километров проехать, там 50 так точно. Я считаю, это круто.
Вообще автомобиль супер дружелюбный. Я не ожидал, потому что она очень широкая, она выглядит как суперкар. Но на самом деле вот на каждый день вот вообще нет ощущения, что это что-то такое странное. Даже когда ты садишься в некоторые типа спортивные SUV, вот, например, BYD Tang, Ion LX, там достаточно жестковатая подвеска, честно говоря. И здесь нет. Здесь стыки мелкие, все неровности проглатываются просто отлично. Смотрите, сейчас вот мы едем 60 в электрорежиме. Нормально разгоняется. Да, вполне. Ну, как бы не супер активно, но вполне. Так вот, касательно все-таки подвески. На ней приятно проезжать стыки и неровности, но не хватает энергоемкости для больших неровностей, например, как лежачие полицейские, особенно на задней оси. На задней оси все-таки ее немножко пробивает. Вот на самом деле просто так ездить на работу в режиме электро очень тихо. Вот, ну, обычная электричка. Это, скажем так, самая электрическая машина из всех гибридов, которые вот мне известны. Ну, по NEDC запас хода здесь все-таки 135 километров, то есть 34 киловатт-часа. Это больше, чем у некоторых машин, которые производятся, ну, реально массово, электромобилей. Но, конечно, вес там не 2,5 тонны, но, тем не менее, это приличный battery pack. Рычажки подрулевые используются для выбора передач. У нас тут 8 передач. И вот в электрорежиме они, в принципе, ничего не дают. То есть ни рекуперации. А когда работает бензиновый мотор, становится побыстрее. Ну, намного, раза в 3. Обзор хороший. Даже в заднее стекло здесь обзор лучше, чем в Polestar 2. Ну и в принципе автомобиль чувствуется габариты. Единственное, что так как я настраиваю боковые зеркала, у меня, конечно, задние вот эти бедра, вот эти крылья, они так прилично закрывают обзор по зеркалам. Но это просто я так люблю, чтобы 30-40% зеркала занимал автомобиль в зеркале заднего вида. Друзья, я сейчас попробую проехать в режиме полностью электро и посмотреть, какой тут будет расход. И отдельно я хочу сказать, что здесь вообще нет этой проблемы, как в Polestar 2, с очень размазанной педалью газа. Я напомню, там она не задемпфирована, а именно размазана. То есть эффект от нажатия приходит сразу, но только в очень маленьком количестве. Здесь все идеально и по газу, и по тормозу, просто, ну, супер круто. И в электрорежиме точно так же. В электрорежиме педаль вот супер идеальная, нажимаешь и едешь, как будто ты всю жизнь ехал на этой машине. Ребят, что хочется сказать по поводу шумоизоляции. Я уже в начале тест-драйва это говорил. Честно говоря, она здесь плохая, но она здесь необычная. Это не шумоизоляция дешевой машины. То есть понятно, что здесь тяжелые двери, что здесь по-любому какая-то шумоизоляция есть. Но здесь совсем другая история. Все равно ты слышишь все эти шумы, и как будто они проходят насквозь через этот кузов. Я боюсь сказать глупость, но мне почему-то кажется, что это из-за материала кузова. Мне кажется, что это из-за вот этой карбоновой истории. Ну, не так здесь, как в других машинах. Я вам честно говорю, нет ощущения дешевой машины, но шумоизоляция очень сильно оставляет желать лучшего. Причем, ну, как бы... Вот, тяжело это объяснить. То есть нет ощущения капсулы, и при этом нет каких-то шумов, которые тебе остро досаждают. Я думаю, что вот для того, чтобы это правильно описать, нужно поездить на этой машине долго. В любом случае, я бы не сказал, что это дискомфорт, но фильтрация шумов, она очень интересная. Кроме того, возможно, это все из-за того, что здесь есть, возможно, такое странное ощущение из-за того, что здесь есть шумоподавление, потому что здесь есть шумоподавление активное в аудиосистеме. Вот сейчас показывает, что все-таки мы используем 40 киловатт-часов, но при этом у нас как бы не уменьшается вот эта вот шкала заряда аккумулятора и показывает, что 97 километров, а мы уже километров 5 едем на электротяге. Друзья, разобрались, как пользоваться шкалой, тоже специфично, нигде такого я не видел. Каждое деление внизу это 1 километр, ну здесь, собственно, 100 киловатт-часы, то есть оно показывает, какой расход был на протяжении 1 километра. Последний километр это было 40 киловатт-часов на сотню, а вот здесь вот, например, было совсем мало, видимо, мы не ехали на электротяге. Ну, собственно, да, в этом плане необычно и, в принципе, достаточно информативная шкала. Когда я ехал смотреть эту машину, я думал, что здесь будет много каких-то проблем, непонятных вещей. Это ручная сборка, машина заканчивает свое производство. Сколько их было произведено, непонятно. Максимальный тираж должен был быть 1500 единиц. По факту я не знаю, сколько их сделали. Но, честно говоря,
Несмотря на то, что здесь сложный гибридный привод, уникальная система задних моторов, которая, по-моему, больше нигде вообще не встречается, другие также технические решения, вот этот вот кузов, который, собственно, делается клееный из панелей, из углеволокна, на ходу машина кажется даже слишком обычной. Видимо, вот смогли они все-таки настроить всю эту систему, и, видимо, им сильно помогло то, что здесь, по сути, серийные узлы. Кстати, вот эти фары, если я не ошибаюсь, это от Volvo S60. Вот они прямо должны стоять болт-он, хотя я искал по номеру запчасти, ну, Polestar не находит, наверное, никто не заказывает на Polestar запчасти. Реально очень дружелюбная машина. В конце тест-драйва я сказал менеджеру, это идеальная машина на каждый день. Вот такое мое мнение. Она действительно крутая. Она едет, она во всех режимах едет. Она может ехать, не затрачивая бензин, до 100 километров. Она очень круто выглядит, она комфортная, она мягкая, в ней удобно сидеть вдвоем. Конечно, друзья, такой автомобиль вряд ли кто-то из вас захочет купить. Если же кто-то захочет, между прочим, это возможно, хотя сейчас она в Китае стоит почти 230 тысяч долларов, но автосалон продает сейчас тестовую машину матового серого цвета, то есть с опциональным цветом. Я не то, что говорю, что мы как-то хотим ее вести и продавать. Это был тест-драйв для души, этот выпуск для души. Я просто не мог себе отказать снять автомобиль, который настолько эксклюзивный. В то же время я хочу напомнить, что сейчас Polestar 2, похожий по духу автомобиль, хотя и совсем другой сам по себе, он по хорошим ценам. Сейчас я вставлю видео с сайта. Друзья, что вы думаете про эту машину? Пишите в комментариях, очень интересно послушать ваше мнение. А в одном я уверен на 100%, ни один человек в мире не скажет, что она некрасивая. Это один из самых красивых автомобилей, я думаю, последнего десятилетия. Всем пока, всем всего самого хорошего, остаемся на связи до следующих видео. Давайте, удачи!